Зритель мой, здравствуй. Мой сегодняшний гость – учитель от Бога и судьбы, которого дети называют очень метким словом «батя». Об этом прозвище, я уверен, мечтают все учителя-педагоги. Я сегодня по душам поговорю с директором школы из поселка Новый, что в Надеждинском районе Приморья, Михаилом Скобенко. Михаил Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте. Скобенко Михаил Эдуардович родился 29 августа 1960 года в городе Клайпеда Литовской ССР. Всю жизнь прожил в Приморском крае. Окончил УГПИ, учитель биологии и химии. Ныне председатель Думы Надеждинского района, директор средней школы номер 6 поселка Новый, почетный член Приморского КВН. Женат, имеет 2 детей и 3 внуков. По словам учеников, на уроках Михаил Эдуардович строг, требователен, ироничен, но всегда дает возможность исправить ошибки. В КВНовских кругах известен как «Батя». Команда КВН «Шпана», которой он руководит около 25 лет, самая титулованная в Приморье, провела более 100 официальных игр, становилась чемпионом Приморской и Дальневосточной лиг КВН, была участником сочинских фестивалей. В марте 2016 года Михаилу Скобенко диагностировали онкологическое заболевание. Уже через 3 недели был объявлен сбор средств на лечение и организована мощная информационная кампания с хэштегом «Батя, живи». Свои пожертвования перечислили 5000 человек из 45 стран мира, благодаря чему удалось собрать более 4 миллионов рублей. После успешного лечения в Южной Корее в сентябре 2016 года Михаил Скобенко вновь приступил к своим директорским обязанностям. Вот чем взрослее становимся, тем чаще вспоминаем свое детство. И ближе уходим в корни. Каким было ваше детство? Оно было счастливым. Хорошо сказали. А из чего состояло счастье детства? Счастье детства – это непередаваемое чувство такое, знаете. Во-первых, радость того, что ты есть. Радость того, что тебя окружают любимые люди. У меня родители сельхозники. То есть они всю жизнь прожили на земле. Кем работали? Отец был сначала агрономом, затем директором совхоза, затем председателем райисполкома был Черниговского. А мама, она закончила Ленинградский сельскохозяйственный институт защиты растений, папа сам с Приморья. Вот, встретились они на международном фестивале студентов в Москве, они оба танцевали, закрутилась любовь, и он ее сюда привез вместе уже со мной. Мама была очень добрый человек и старалась помочь абсолютно всем. А папа был настоящим коммунистом, потому что он жил для других. Но он идейный такой был. Да, он идейный был коммунист. Идейный, да? Очень. Потому что для него потом 90-е годы были очень трагическими для него. Да. Вы читали, вы занимались спортом, не знаю, вы шкодничали, вы лазали по огородам? Да нет, вот я, скорее всего, был не ботаником, конечно, а домашним мальчиком. У меня еще брат младше на 3 года, ну и сестра значительно младше. Я был членом бюро комсомольской организации, отвечал за физкультуру и спорт. Двойки получали в школе, да, честно? Да. Часто? Любой ученик должен получать двойки. Серьезно? Прям да. Должен? Ну, от этого школы никто... без двоек это не бывает? Нет. Хотя бывают дети такие, для которых вот оценка – это фетиш такой, понимаете? Вот, двойка – трагедия. Двойка – трагедия. Ну, я достаточно спокойно к этому относился, и родители. Ну, я опять могу подчеркнуть, что я крепкий середнячок был. Мне надо было обязательно готовиться. Потому что талант талантом, но… Таланта без труда мало. Я понял уже давно, что добивается больше успеха в жизни те, кто впахивает. Какой учитель оказал на вас наибольшее влияние? Я могу сказать, что я учился в великолепной школе. Это кузница педагогических кадров Приморского края. Ну, это назовите эту средняя школу. Пусть школа. завидуют. Да, пускай завидуют. Средняя школа номер 1, село Черниговка, которой уже более 100 лет. Около 1000 педагогов вышло из стен этой школы. Вот если мне память не... Ну, любимый учитель, ладно. Есть, любимый учитель есть. Это Нижник Мария Ефимовна.
заслуженный учитель Российской Федерации, она учитель биологии, и во многом благодаря моим восхищениям ей как человеком и профессионалом я пошел вот в педагогику. И именно закончили тот же факультет вы? Да, биологический, биология и химия. А первый урок помните? Могу сказать, вот, что мне больше всего запомнилось. Я молодой специалист, ну еще я на 5-м курсе 3 дня учился в институте и 3 дня работал в школе, потому что не было педагога. А пацаны же там всякие были. И вот сидят на последней партии, пацаны играют в карты. Я им раз замечание сделал, 2 замечания, 3. Красота, карта. Да. Ну, а что, пацан молодой стоит еще. Ну, я позвал зауча. Она заходит и говорит: мальчики, успокойтесь, видите, учитель с вами ничего не может сделать. И после этого я себе дал слово, как бы мне тяжело не было на уроках, я больше никогда администрацию не приглашал. И до сих пор мое убеждение абсолютно не изменилось, что учителю никто не поможет, кроме самого учителя. Наладить контакт с детьми сможет только он сам. А когда учитель уходит с урока, проиграл, ушел? Это общая трагедия, как мне кажется, и детей, и учителя. Ну, надо быть откровенным. Гениальных учителей не так много. А много мастеров своего дела тоже не очень много. Мастеровитых много. Как хорошо сказали, а? Много людей, кто честно выполняет свой долг профессиональный, но Бог не дал им ничего. Вот. Есть Не капнуло. Да, не капнуло. Ну, есть такое выражение, оно маленько пафосное. Есть как бы все ремесло и 3 призвания. Учить, лечить и Богу служить. Согласны? Да. Это призвание? Да. Это не ремесло. Мир изменяют мастера. Изменить могут все только мастера. И вот стремиться стать мастером – это, да, но я бы назвал педагогику – это искусство. Ваша команда КВН «Шпана» через букву «О». Да. Уже такая легенда Приморского края. Ей 25 лет, по-моему. В этом году осенью мы будем праздновать. Как Клавдия Шульженко говорила, четверть века. И вы ее не отец-основатель, по-моему. Да. Бессменный. Да. Как это все родилось? Если называть вещи своими именами, меня задушила жаба. Большая? Большая жаба задушила. Потому что я считал, что мои дети очень талантливые в поселке. Хоть у нас поселок такой рабоче-крестьянский, поселок, да, такой, но очень много талантливых детей. Меня всегда расстраивало, что когда они уходили из школы, и они терялись в институтских вот командах и, в принципе, не могли выйти, ну, скажем так, на первые роли и проявить себя. У них лаборатории не было. Да, у них не было лаборатории. А я с пацанами как-то всегда находил общий язык, вот именно с дворовыми пацанами. Мне, ну, как-то вот интересно всегда было с такими ребятами. Не с ботаниками, а вот с такими. Шкатулку эту раскрыть. Да. Начиная с самых первых лет. Мне всех бандитов отдавали, ну, в кавычках бандиты. Хорошие все дети были. Есть. В 95-м мы попробовали. Название «Шпана» – это достаточно расшифровка простая. «Ш» – школа, «По» – поселок, «Н» – новый. И потом иногда люди после этого говорят: ну вот, я говорю, вот и А. Кто родил это название? Коллективное? Дети сами придумали. Ну хорошо начать, там как-то всегда легко стартануть, но очень трудно удержать эту планку в любом деле. Вот, а вы 25 лет и «Шпана», и о вас говорят, и мы через 25 лет сидим сегодня об этом говорим. Вы знаете, не так давно мне в паутине интернета попалась очень интересная заметка одного из КВНовских гуру, не помню кого. Так вот он сказал, что все команды КВН делятся на 2 группы. Первая группа – это команда спортсмены, которые заточены на результат. А
Вторая группа команд – это те команды, которые для них важен более процесс. Нести радость зрителям, и здесь более семейные отношения. Так вот мы относимся ко второй группе. У нас была нормальная, и есть, я надеюсь, до сих пор, нормальная дедовщина, когда старшие помогают младшим. Вот, меняются поколения, а старшаки помогают молодым. Вот, и молодые постепенно вливались в состав более старшей команды. Конечно, в глубине души я всегда мечтал, чтобы моя команда везде побеждала. Конечно. Как правило, я считал так. Вот наше дело дойти до финала, а там как фишка ляжет. Вот фишка чаще всего ложилась мимо. Вот больших побед у нас не так много. КВН – это творчество. А любое творчество, оно конкурентное. И коллеги очень редко прощают капельку таланта. Коллеги очень редко прощают капельку успеха. Такова человеческая природа. У детей это видно? Я скажу так. Шпана была любимчиками тусовки. Вот, потому что все неформальные встречи проходили у нашей команды. Вот. А между детьми? И я скажу почему. Потому что мы никогда ни о ком не говорили плохо. И я запрещал детям, в принципе, о ком-то говорить плохо. Вообще. Как хорошо, как точно. И даже когда вот у нас после каждой игры мы проводили и сейчас проводим разбор полетов. То есть каждый ребенок садится в круг, и мы начинаем говорить. Он общее впечатление об игре говорит и о своих косяках. И не имеет права говорить о недостатках другого. И когда доходит уже по цепочке до меня, мне уже нечего говорить. Они уже Вы все такой сказали. умный, Михаил Эдуардович. Не, Вы я не всегда считаю таким себя. были или как-то так вот? Я не считаю себя умным. Но это Есть- очень точное решение, гениальное просто. Вот так поставить акценты в коллективе. Ой, я знаю очень много талантливейших педагогов, талантливейших директоров школ. Вот смотрите, сейчас очень модно рейтинг делать. Вот там зеленая зона, желтая зона, красная. Вот в топ-100 и даже топ-1000 школ Приморского края мы, естественно, не ходим. Не входите. Нет, конечно, что вы. А мы вот ближе к нижней части турнирной таблицы пытаемся подняться, потом опускаемся, пытаемся подняться. То есть я типичный представитель средней общеобразовательной школы, которая старается честно делать свое дело. Вот. А таких очень много, о которых просто судьба так сложилась, что мало кто знает. Но они честно стараются. Михаил Эдуардович, у вас был драматический период в жизни, вы пережили онкологическое заболевание. Скажите честно, что чувствует человек, когда он узнает свой диагноз? Ну, я могу сказать так, я был спокоен, я был готов уйти. Уйти из жизни? Да. Принять это я был готов. Единственное, мне не хотелось приносить страдания окружающим, ну, в смысле семье. И надеялся уйти быстро из жизни, как ушел быстро мой отец. Он после 4-го инфаркта умер, не мучаясь. Вот. Это было... То есть, понимаете, это не было такой обреченностью. Это, ну, вот, может быть, как у индусов, вот, ну, жизнь так складывается. Я прекрасно понимал, что дождаться квоты на лечение – это… Как в Царство Небесное попасть? Да-да-да, потому что потом мне уже сказали, что мне максимум оставалось 3 месяца. Ну, сколько вам было лет, когда вы свой диагноз узнали? Ну, это был 2016 год, во время осмотра ежегодного. Ну, молодой мужик, простите, и уже готов, что умереть. Я не готов был умереть. Я смиренно был готов принять это. Ну, внутри-то, наверное, и боль была, и за что, и почему мне, нет. и эти вопросы риторические. Нет, у меня этого не было. Не было? Нет. Жена очень сильно восприняла это. И я как-то вот так. Неожиданно, да? Неожиданно. Вот я всего ожидал, честное слово, но не такого ответа. Вам помог мир. Да. И мы с вами сегодня разговариваем благодаря этому миру, и вы живете в этой жизни благодаря этому миру. Благодаря людям. Что хочется сказать миру?
за это людям? Я не устаю благодарить людей. Знаете, мой ученик, тоже один из капитанов школьных команды, да, и более взрослой команды, Дмитрий Горшунов. Вот, это ум, честь и совесть нашей команды и хранитель традиций. А когда я вернулся с Кореи, где мне делали операцию, я проходил курс лечения, он сказал: Михаил Эдуардович, а вы знаете, что вы счастливый человек? Я говорю: почему? Потому что вы при жизни узнали, как на самом деле к вам относятся люди. И это действительно так, потому что помогали все. Сколько собрали денег? Ой, я, честно говоря... Ну, примерно. Ну, там, по-моему, за 2 дня 2 миллиона. Ну, я в да. интернете читал. Ну, там порядка 4-5 миллионов, которых хватило потом на лечение. И химиотерапия, и операция была, и потом и лучевая. То есть на весь комплекс лечения денег Это хватило. только благодаря, естественно, людям. Вот что надо бросить в человеческие сердца, чтобы эти сердца так откликнулись и тебе помогли? Вы знаете, в последнее время я тоже достаточно часто думаю над этим вопросом. В 2017, кажется, году, когда я не очень комфортно себя чувствовал, одна из моих девочек, старшеклассниц, она курировала команду КВН и повезла детей на игру. Потом она мне в WhatsApp пишет: Михаил Эдуардович, как вы с нами справлялись? Я бы готова их поубивать. Это же, непередаваемо. Их 12 человек, и каждый вот туда. И я ей ответил, а сейчас понимаю, что я прав. Надо в каждом ребенке видеть только хорошее. Или в каждом человеке. Я от этого страдаю. Понимаете? Почему? И мир жестокий. Жестокий. Вот. И когда ты одной ногой там, одной ногой здесь, душа обнажается. И ты очень остро реагируешь на все окружение. Кожи нету. Да. Сразу кровь. Да. И когда ты потом вот окунаешься в вот эту вот жизнь, когда ты видишь грустные глаза детей, когда ты видишь и взрослых, озлобленность, неправду, тут два варианта. Или ты начинаешь истекать кровью, извините за такие слова, да. Или же у тебя начинает защитная броня с шипами вырастать. А для человека это очень страшно, когда вот на сердце вырастает такая броня с У шипами. вас она не выросла? Растет. Растет. Ну, тоненькая. Догадываюсь, что тоненькая. Так проще жить. С броней. И очень многие люди живут с этой броней практически всю жизнь. Потому что для того, чтобы ее пробить, надо, чтобы в их жизни произошло какое-то сверхординарное, неординарное событие. Михаил Эдуардович, вы смерти смотрели не в глаза, а в зрачки. И что меняется в человеке, когда ты посмотришь в эти самые зрачки, но выживешь и победишь и будешь жить дальше? Я не один такой, и военнослужащие ближе это все видели. Не так давно я принял участие в международном проекте «Город разговора. Как я выжил». И вот я там как раз об этом рассказывал, и одна из позиций таких, к слову, позиция некрасивая. Из грани, одна из граней. Почему я выжил? Это то, что я получал, кроме материальной помощи, ощущение энергии от людей. Это не лирика, это правда, это чувствуешь эту энергию. Это правда. Причем спусковым крючком послужило то, вот у меня создалось впечатление, я в молодости был атеистом. Я сейчас верю, что он есть, Бог. Есть? Есть. Я с ним разговаривал, и он мне сказал... Разговаривал, многие сейчас скажут, что это какой-то бред или что. Вполне возможно, что это бред, потому что это была химия, и там необъяснимые процессы, которые проходили в головном мозге, это само собой понятно. Но у меня было ощущение, могу рассказать, что поезд шел по пустыне, и я понимал, что если я отстану, то все, и свет. И с этим светом молча, не жестикулируя губами, я говорил. И у меня такое было ощущение, что меня просветили всего. Я что-то пытался объяснить, я уже не помню что. И
Этот свет мне сказал, что я должен помочь 4 людям в этой жизни, как минимум 4. Я долго не мог понять, что это за люди. Только недавно я понял. У меня есть внук в 7 классе, у меня есть моя подружка 5-летняя, у меня есть солнышко 2-летнее, и сейчас вот у моего сына скоро должен родиться сын. Вот 4 эти человека, которым я должен помочь в этой жизни. И я хочу еще на их свадьбе вот, Поднять тост да. и рассказать об этом разговоре с Богом. Да. И вы понимаете, вот после этого разговора что-то щелкнуло, и у меня возникло вот после этого ощущение, что вот просто потоки вот этой вот энергии людской, вот я реально ощущал. И я понимал, что я не могу подвести людей. Я должен жить. И чтобы их не подвести, оправдать их доверие. И вот это вот все вместе, наложилось вот так. И это было непросто, но оно того стоило. А как вас встречали люди, победителя? Как вас встречали дети? Вот их реакция самая непосредственная. Взрослый может как-то еще, что называется, сыграть. Ребенок дети радовались. Вот подходили, обнимали? Да. А взрослые по-всякому. Понимаете, вот после, вот когда ты вот на рубеже, ты начинаешь достаточно остро чувствовать, когда тебе говорят неправду или лукавят. Люди проявились как на томографе. Да. Это очень хорошо видно. Вот, и ты, может быть, и не хотел бы это видеть, хотел бы закрыть глаза, а ты видишь это. И это тоже свой дискомфорт носило. Сейчас-то вот немножко вот броня-то оделась, и как бы сейчас не замечаешь этого. Или делаешь вид, что не замечаешь этого. Самая непосредственная, самая такая реакция ребенка, которая, не знаю, может до слез даже тронула. Было такое? Было, когда я... это своего ребенка. Ребенка. 2 тогда ситуации. Один ребенок, когда я шел уже, только вернулись, шел по поселку, подбежал, мальчик обнял и сказал, как хорошо, что вы живы. Это было очень трогательно. А когда в Корее дочь привезла внуков, маленькая моя внучка, тогда ей было 2 годика, еще не было, она гуляла, держа за палец по этому, и она там научилась новому слову. Вы никогда не догадаетесь, что это за слово. Люди. Люди. Да. Мистика, это так на самом деле. Каких людей на свете больше? Хороших или Хороших. Хороших больше? Хороших людей больше. Но, понимаете, у одних толще броня защитная. Вы посмотрите на любого ребенка. Он как солнышко светится. Потом с годами нарастает. И очень бы хотелось, чтобы как можно больше людей сохранили эту детскую... Детскость. Да, детскую Сохранить в наивность. себе детскость – это... И любовь к окружающему миру. Чем больше ты от детей принимаешь, тем больше ты стараешься им отдать. Это взаимообразный процесс. И если тоненький ручеек тебе идет, то ты много не взаимопроникновение. Да. Последняя книга, которую вы прочитали? Их очень много. Последняя самая. Последняя книга, это я читаю фэнтези, фантастика, но я регулярно перечитываю Виля Липатова. «Житие Ванюшки Мурзина». Да, замечательная вещь. Это, с моей точки зрения, это одна из самых проникновенных книг о любви. Вот именно из жизни, просто. И язык у него такой грустный. Там у него много замечательных произведений. Вилли Липатов, я не так давно его перечитывал. Последний вопрос, Михаил Эдуардович. Если вдруг еще раз осознанно совершенно получится встретиться с Богом, что вы ему скажете? Спасибо. За все? Спасибо вам за этот разговор. Можно руку пожму? Спасибо. Зритель мой, сегодня за жизнь человеческую мы говорили с учителем, батей и победителем Михаилом Скобенко. Всем добра и здоровья, до свидания, живите, пожалуйста, долго.